Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро прогноз. Конец июля, август. Развилка. Момент перехода между прошлым и будущим. Что происходит? Вот давайте узнаем. Хотя планетарно, астрологически ничего не происходит, так и хочется сказать. Но это ж только мое видение, правда? Почему? Потому что, ну вот именно как-то время для нас складывает, может быть, планетарные транзиты, некоторую паузу. Мы можем чувствовать, что, ну да, предыдущий период, он такой был более активный, а здесь вот какая-то наступила пауза. Мы можем так думать. Поверьте, это на время. Вторая половина августа, она явно что-то там ускорится, и по скорости самой по себе развития событий там будет побыстрее, факт. Но вот этот период времени нам дает возможность отдохнуть, привести и мысли в порядок, и тело в порядок, или заняться какими-то бытовыми простыми вопросами, улучшить свое благополучие, или, может быть, по части вашей стратегии и тактики тут тоже что-то пересмотреть. И, может быть, знаете, вот как в древней китайской поговорке: уставшие люди делают ошибки. Вот отдохнул, и уже ошибок нет. Тогда как с свежей головой или какое-то новое вдохновение приходит. Хотя в этот период могут к нам вернуться бывшие и совсем не те, кого бы мы хотели видеть. Или люди могут вести себя странно, энергии новолуния во Льве, некоторых аж прям подстегивать могут. Из разряда то, что мы называем токсичные люди. И у нас два вопроса. Первый: что происходит в вашей жизни сейчас? Или, может быть, что накипело? А вот второй, он вытекает из первого: чего вы не видите. Поэтому начинаем. Что же в вашей жизни происходит сейчас? Ну, это карта интеллектуала, человека. Это вас, мои дорогие водолеи. Это то, что мы хотим, ну, не просто задумали, а реально осуществить. Может быть, для этого вам придется делать важные согласования. Кстати, может быть, вы этим и занимаетесь. Путешествуете по инстанциям, будем говорить так. Встречаетесь с сильными мира сего, может быть, у кого-то и так проигрывается. Но это как персоны, которые стоят несколько выше по системе иерархии, по лестнице иерархии. А потому что вам так нужно. Или какую-то тему для себя, вопросы прояснить, или конкретно решить подписать какой-то документ. А также по этой карте проходят у нас люди в форме. Форма бывает разная, понятно. И таможни, и военные, и врачи, кстати. Поэтому если есть какая-то тема по части вашего здоровья, имиджа, вот это самое шикарное время о себе узнать что-то конкретно, наверняка. И поверьте, только врач может оценить объективно ваше самочувствие. Поэтому пойти тогда к доктору стоит, если что-то беспокоит, а не додумывать, а что же у меня там, или ждать, само пройдет. Вот здесь по-разному, хотя у кого-то вы улучшаете свой дом, свое жилище. Иногда люди, работающие с металлом, проходят. Мы можем, как узкие специалисты, тоже проходят. Мы можем и на дом пригласить такого специалиста, банально, чтобы он нам проводку, например, переделал. Да? То есть тут у каждого свои задачи. Но это холодная карта. Таких, знаете, взвешенных, рациональных решений. Вот вы что-то задумали так в целом, можно сказать. И в вашей теме есть победа. Значит, у вас получится осуществить какую-то задумку. Вы как на пути к этой победе. Но тут надо все контролировать. Наверное, вы так и делаете. Хотя нет, есть какие-то сомнения. Вот восьмерка мечей – это то, чего нет. Карта, которая олицетворяет. И девушка, она находится в одном пространстве, а видит она, посмотрите в зеркало, вообще другое. Поэтому это ей кажется, завязанные глаза, связаны руки, а по факту ведь нет. Тут совершенно все по-другому. Поэтому первая карта как раз, может, и говорит, вот эта ситуация была прежде, а тут какая-то тема у вас проясняется. Где-то вот эти эмоции, это все эмоции или ненужная глубокая философия. Потому, что уже случилось, произошло. Тут не нужно анализировать, тут нужно идти вперед уже, потому что вы итог какой-то подводите. И вот эту победу, ее нужно сохранять. И не надеяться на авось. Где-то стабилизировать какую-то ситуацию, может быть, вы уже теперь пытаетесь, но, по крайней мере, посмотрите, какие очень рационально, ну, такие прогрессивные энергии у вас сейчас. А мы тут тоже можем думать, что какая-то путаница. Ладно, чего же вы не видите?
Тут, по сути, самореализация, сказала бы. Чего же вы не видите, мои дорогие водолеи? А вот и правда, вот восьмерку мечей мы часто получаем тогда, когда мы хотим что-то удержать. А когда мы ничего не хотим удержать, мы словно нищие дервиши, независимые. Мы тогда и людей не удерживаем. Суждено, останется. Не суждено. До свидания. Вот мы не прикипели ни к чему-либо, ни к кому-либо. Вот, может быть, происходит то, что вы чувствуете, что любой ценой, любыми усилиями вот мне нужно что-то сохранять. С одной стороны, нам говорят баланс, но победа – это не всегда вот этот именно баланс, который направлен на удержание. Победа или это карта победителя. Он понимает, что хочешь или нет, вокруг будут разные люди. Или если мы обратно вспомним классические колоды Таро, чаще по шестерке жезлов нам изображен человек на коне, победитель. Толпа рукоплещет, и вот он въезжает как в город, древний город чаще всего. И если ему скандируют, если толпа радуется, лицо победителя выглядит всегда очень уставшим. Он знает цену победы. И он знает, что вот эта толпа, которая сегодня рукоплещет, она завтра будет кричать совершенно другое. И вот эта победа, это вот именно нынешний период. А завтра обстоятельства, еще тысячи неопределенности, сложат для нас другой узор, и нам придется все то, что мы совершили, несколько сохранять. Но не в том сохранении, как, знаете, в фундаменте в каком-то. Нет, тут скорее придется вносить какие-то мелкие коррективы, чтобы что-то важное было сохранено. Вот и аркан умеренности нам говорит о том, что не случайные случайности, будь водолей к ним готов. Да, это не есть что-то такое глобальное, но тем не менее. Это то, что когда мы готовы вот к каким-то внезапностям, и самое главное по аркану умеренности наше внутреннее состояние души. И вот смотрите, у вас две карты, причем полярные. Это интеллект, это рационализм. И никаких эмоций вообще. А вот здесь хоть и мечи, но сплошные эмоции, философия, рассуждения, аналитика, потому что не имеет смысла. То по аркану умеренности здесь именно холодная голова, вот эти мечи тоже, по сути дела, проходят. Но это, знаете, рациональный взгляд на вещи. Это когда мы буквально цепляем, что вокруг нас происходит. Потому что могут приходить как подсказки извне. Быть готовым как к внутреннему инсайту или к тому, что мы слышим неожиданную новость. Или видим, какой-то факт. И нам интуиция дает совсем не то, к чему, или как подсказку, совсем не то, к чему мы привыкли. Да, вот спокойный период жизни, это правда, оно есть. Поэтому сохранять тут что-то нужно. Но и быть готовым к тому, что в любой момент ситуация может измениться. Чего вы еще не видите? У вас на кону, вот знаете, для кого-то буквально так проиграется, что вы хотите что-то сделать по-своему. А есть противодействующая какая-то сторона, с вами кто-то не соглашается. И это может быть как и по работе какие-то прения, это могут быть несогласия по части личной жизни. Вот вам совершенно необходим баланс и подумать не о том, что как я могу настоять на своем. Тут вот именно настоять на чем-то хочется. Чтобы было вот в каком-то определенном ключе. А нам говорят, нет, тут сила в согласии. А сепарация – это только иллюзия. И карта императрицы – это та, которая, это как символ нового «я». Вы не видите, у вас возможности. Вам наоборот, тут и не надо застревать. То, в чем вы ресурсны, то, что вы умеете делать лучше всех. Ваша в чем-то сила, у каждого тут по-своему. Это надо приумножать. Не стараться, опять же, зацементировать, а как-то, к примеру, даже продумать деньги, чтобы работали, может быть, да, у кого-то даже по заработкам, откуда приходят деньги, может быть, не одна степень дохода, а две или направления, возможности. Здесь нужно быть гибче. Обе карты нам об этом. А четверка пентаклей, ни разу не о гибкости. И вот посмотрите, все то, что я долгое время говорила. Изменение статуса, изменение качества жизни. Это то, чего вы не видите. Но это начинается как будто сегодня, сейчас. Ладно. Что в доме? Давайте узнаем. Или ваши домочадцы.
А для кого-то сами стены, жилье, может быть, куда-то и переезд. Я такое тоже допускаю. Давайте узнаем, что же у вас в доме. Место вашего обитания или сфера. Рыцарь Пентаклей. Это, во-первых, можно сказать, что если есть на повестке дня, месяца, может быть, финансовый вопрос, есть тот человек, который вам помогает. И, кстати, это может быть тот человек, на которого вы не очень рассчитывали. И я всегда могу сказать, если нужно вот решить какую-то тему, предположим, по документам, значит, есть человек, который вам дельным советом поможет. А если нужно закрыть какой-то платеж, то такой человек тоже найдется. Тогда нужно словно пересмотреть всех, кого вы знаете, потому что совсем может быть другая персона, а не тот, на кого вы рассчитывали. Вот, кстати, вот такой момент. Вот в доме может быть и еще и какие-то дела, задумки по части, ну, действительно, тут либо переезд куда-то очень далеко, причем с таким, ну, дистанцией далекой или на долгий период времени. Может быть, это как по работе. Всегда рыцарь Пентаклей я рассматриваю как марафонский забег. Ведь это самый медленный рыцарь, но тот, который идет уверенно. У него все под контролем. Вот у вас хочется верить, что тоже все под контролем. Давайте посмотрим, что в доме еще. Но тут двояко. Если мы закрываем глаза, тут вообще ни о каком контроле речь не идет. У вас вообще, вот смотрите, либо у кого-то может быть, вот только что отделяет от какого-то прогресса, успеха, прорыва. По тузу Пентаклей это и помощь высших сил, и наши новые начинания, или как новый жизненный этап. Но за этим нужно ухаживать. Это не само по себе. Но как жизнь, силы небесные предлагают вам как раз, может быть, по части вашей работы, или работа на дому, у кого-то так, или вторичный доход, начать что-то новое. Рассматривать какой-то, ну, по крайней мере, новый жизненный этап. Тут какая-то возможность тоже для вас может прийти, ну, может быть, и буквально. Если вы рассматривали переезд, то у вас будет возможность поменять быстро ваше жилище или рассмотреть вот этот, если вариант, то вы найдете, что, а это даже более интересно, ресурсно, перспективно или удобно, но за этим нужно ухаживать. То есть это не то, что пришла какая-то новость или возможность, и все, вот набери, и все. Нет, тоненькие корешки, такие хилые маленькие росточки, ухаживать. То есть это может быть как новое направление по части труда и занятости, но это может быть и любая другая возможность по части или переезда, или вашего жилища, или, может быть, домочадцев это касается, тоже вполне вероятно. Для кого-то из вас человек, может быть, вы ожидаете его в гости, или сами к кому-то отправитесь, и вы можете узнать какую-то правду. И вам, какова бы поначалу она ни казалась, она вам точно помогает, словно вот этот путь к победе. Не закрывайте на что-то глаза. То, что вы услышали, не отмахивайтесь. На всякий случай говорю. Держите эти глаза открытыми. Кто знает, иногда даже какие-то неприятные новости нам именно помогают увидеть, что же есть в реальной жизни. И наоборот, если мы закроем глаза, нам тогда тут можно бы их словно и не замыливать, и розовые очки не надевать, потому что мы тоже отстраняемся от этой реальности. Поэтому будьте от начала до конца реалистами, что бы вы тут ни задумали, или наоборот. Сложный какой-то вопрос, я такое допускаю, но вы можете его решить. Но какими-то другими новыми методами, новым путем. Как, может быть, прежде вы не делали. Хорошо, а что у вас на сердце, мои дорогие? Ну, семерка мечей, это мы тут не верим. Карта вора, карта обмана. Может быть, и была какая-то ситуация такая на сердце, которая вас полностью, как выбила из колеи по аркану Луна. Мы тут тоже, опять же, не верим. Но я вижу так. На сердце есть какая-то история, когда вы действительно либо не доверяете какому-то человеку, и с другой-то стороны хочется и сохранить отношения, сохранить по-своему. Или наоборот, может быть, у кого-то сбежать из этих отношений, но вот как-то все равно по-своему. А карты нам говорят и не первое, и не второе. Какие-то отношения еще будут продолжаться какой-то срок вверху над Луной аркан умеренности. И хоть ты как не пытайся, Водолея, перепрыгнуть выше головы самого себя,
это не получится. Фокус не в этом. Искусство в том, чтобы пройти словно. Вот между, да. С одной стороны, обычно колонна изображается, но нам тут... А возле колонн шакал и волк, да, которые воют на луну. Но это в классических, опять же, колодах. То здесь-то все равно вам нужно пройти между, сказать, вот эти воды, может быть, и такие непонятные, между волками и между шакалами. Может быть, и по работе какая-то ситуация, которая зацепила, и хоть вы и дома, а вы еще про это додумываете. Здесь непонятности. По Луне мы себя однозначно сохраняем. И, кстати, избегаем толпы. И это не продлится долго. Это у вас что на сердце. Восьмерка жезлов, карта трансформации и драйва. Когда буквально что-то ускоряется, мы набираем темп, и жизнь наша тоже набирает скорость. И конкретно как по этой карте, 1000 дорог сходятся в одной точке. Мы можем получить внезапную информацию или какое-то внезапное предложение. Может быть, и нас из разряда осенило, когда мы сидели, словно такое я могу предположить. И вы приходите к выводу, что сколько ни сиди, сколько ни жди, ничего не происходит. Если, или, может быть, много было работы, вы устали. Усталость иногда проходит и по девятке мечей тоже. Уставшие люди делают ошибки. И поэтому вы можете оставить эту рутину и куда-то буквально сердце, потому что просит поехать в путешествие, пусть и недалекое, и это будет правильно. Вам нужно именно, мои дорогие водолеи, после какой-то победы, уже теперь с учетом всех карт, самому себе или самой себе дать и отдых, и какую-то перезагрузку. Для чего? Потому что на кону еще какие-то новые свершения, возможности и смена статуса. Но и вам ведь вот эту победу нужно удержать. Но не теми методами, которые вы знаете, привыкли, а как-то по-другому. А вот это как-то по-другому кто-то из вас может узнать, когда будет в отдыхе, или буквально, может быть, как поездка. Из любого маршрута, из любого путешествия мы обновленными возвращаемся. И вот для вас конкретно даже то, чего просит ваша душа, побаловать себя чем-то. И тогда легче идти вперед. Хорошо, давайте мы узнаем. Так что же в дороге, да, если вот конкретно дорога? Что в дороге? Королева жезлов сама по себе, хотя кто-то, будет у нас пара выпадает, встреча двух людей, может быть, вы находитесь на расстоянии, или когда с семьей вы съезжаетесь, может быть, и едете к детям, дети едут к вам. Но рыцарь жезлов, опять же, это карта неожиданности. Будь готов к неожиданностям. И посмотрите, на заднем плане у нас лошадь показана, и это скорость, и карта тоже скорости, две карты скорости. И, наверное, любой кипиш, мои дорогие, кроме голодовки и того, чего нам не нравится, нужно принимать, потому что тут спонтанные какие-то маршруты могут быть. Конечно, я допускаю, что это может быть, знаете, активный даже период, потому что есть какая-то задумка, а вам нужно провести ряд согласований, мы говорили, может, с банками, может быть, с инстанциями. И по этой карте, и, кстати, по этой тоже, когда мы понимаем, что, или, может быть, получили какую-то информацию, что именно теперь, если я поеду, оставлю, словно, рутину позади, то вот именно теперь у меня и получится что-то осуществить. А если я тут промешкаю, то и упущу возможность. Вот какую-то возможность, я вижу, нельзя упустить. А для кого-то все-таки будет вот именно вот этот драйв жизненный, да, когда приток жизненной силы, активности, мы переключимся на что-то другое. И совсем видим другие горизонты, что в дороге. А кто-то поедет и недалеко, а там, ну, может быть, сложится такая ситуация или контакты, какое-то общение, и вы, в принципе, захотите куда-то переехать, уехать куда-то далеко. Может быть и так. Восьмерка чаш, мы ищем выход, и мы его находим. Девушка наша вот от этого, ну, как прообраз домашнего очага, да, чаша. Но она идет к солнцу, к натуральному светилу. Меняет как будто. Что-то она долго сохраняла. И вы могли тоже так же долго что-то сохранять. Может быть, это даже вы встретитесь с каким-то человеком и проясните для себя некоторые вопросы и поймете, что нет, вот я уже больше это не удерживаю. Но тут вас что-то будет цеплять, интересовать.
Причем так очень всерьез и надолго вы можете это чувствовать. И тем не менее нам карты говорят, что все равно у вас какой-то момент перезагрузки или развилки может быть. Вот все эти три карты, причем так рационально, когда готов к неожиданностям и когда вы делаете какой-то однозначный выбор. Но это еще сопряжено с дорогами. Ну или переездом, поездками, может быть и по работе, как я уже говорила, может быть и приездом человека к вам. Ладно, давайте мы узнаем. Так что же будет дальше, да? Что на пороге? Любовь. Радость. Вообще в целом, скажем, радость. Вот повод порадоваться за самого себя или саму себя у вас будет. Может быть, это, знаете, знаки внимания, когда интерес к вашей персоне, вот так вот в целом. Но это еще и воодушевление, это мы чем-то остаемся довольны. Вот какая-то радость будет. Ну и, наверное, по десятке мечей уже нам проще сделать такой, знаете, решительный шаг вот в это самое будущее, вот от этой чаши. Десятка мечей мы закрываем в прошлую дверь. И девушка нам показана. Вроде бы птица, да. С одной стороны, птицы, много информации, с другой стороны, в этой колоде это вороны. Вороны – это мудрость. Поэтому, да, вот за ее спиной много того, что она сделала, совершила. И пусть вот разная информация, пусть есть еще какие-то тысячи неопределенностей, ведь перед ней, ну вот смотрите, нам не показывают ту картину, когда какой-то солнечный яркий путь. Нет, еще даже мы не понимаем, куда она смотрит. И вот и мы можем не понимать, какая же там дистанция нас впереди ждет. Но, видимо, голос мудрости нас призывает к тому, что идти вперед придется, потому что прошлое и само пытается уже от вас оттолкнуться. Самое главное, вам самим уже не хочется оборачиваться назад. Но, видимо, может быть, вот вы какая-то девушка, которая дошла до края какого-то, да, и видит, что нет, тут не просто край и продолжение, а тут как между двух скал нужно пройти. Переход по тоненькой жердочке над пропастью, точнее, между двумя обрывами вот этими, да. Не смотри вниз, не смотри назад. Вот две карты об этом. Но знание – сила. И, может быть, как и интеллект, мои дорогие, как какой-то новый вариант обучения, когда вы чем-то заинтересуетесь, может быть, и банально вам просто нужно некоторые вещи сделать по закону, навести порядок и больше в вашей жизни в плане документов такое тоже могу предположить. Или вы будете изучать какой-то новый проект, готовить. Все-таки у вас тут и выпадает тоже туз пентаклей, это возможности. Мы говорим, ухаживать нужно, да? Ну, все же паш мечей на будущее – это карта выбора правильного направления, другого направления. И, может быть, мы думали, направо пойду или налево. А тут вы можете вообще пойти прямо, как будто есть и такой путь. Но для него вот именно нужно совершить пусть 2 шага, но какой-то очень аккуратный переход. Кстати, баланс не приходится держать, и этого требует какой-то заключительный аккорд, ваш статус. Тут нельзя что-то, понимаете, упустить, но не с позиции жадины, да, вот четверка пентаклей – это позиция жадины. А нет, тут именно свои ресурсы нужно сложить в какой-то красивый узор и новую траекторию для себя. Ну вот, видимо, обучение, какой-то вопрос все-таки присутствует, потому что, как и девочка вот эта, которая нам изображена, она вниз не смотрит, она смотрит в книгу. И лампочки, да, как знание и сила, помогают ей, словно гелевые шары, держать равновесие. То есть не случайно, наверное, две карты, причем две карты интеллекта. А королева мечей ведь это еще про образ Юдифи, если мы говорим. Мы знаем, уж отрезала, так отрезала. Это какой-то поворотный момент. И восьмерка чаш этому вторит. Вот у вас какая-то развилка может быть. Давайте достанем карту совет, мои дорогие, любимые водолеи. Что же в совет? Ну, вот интересно, да, тут как работа с собственным интеллектом. Хотя есть еще и какие-то конкретные события, любовь. Ну, может быть, не только личная жизнь, хотя у кого-то проиграются именно вопросы любви, может быть, и переезды какие-то, или трансформационные даже процессы, которые именно связаны с контактом с тем человеком, который интересен, с ним хочется быть.
Ну, тут у каждого по-своему. Но ведь и двойка чаш– это карта дипломатии, опять же, да? Когда мы можем со всеми договориться. Или в целом партнерских отношений. Вот для тебя сейчас, Водолей, важно, кто тебя окружает. И самое главное, чтобы это были не какие-то хаотичные люди, а именно те, на которых ты можешь опереться. Не те, которые говорят тебе, что приятно тебе слышать, а те, которые, может быть, и говорят то, что есть на самом деле. Может быть, и не очень нам это приятно. Поэтому будь дважды реалистом. И не воспринимай, если это правда, не воспринимай ее как какое-то личное оскорбление или еще что-то. Ведь часто так в нашей жизни тоже бывает. Люди говорят нам что-то не очень приятное, и мы думаем, этот человек настроен против нас. А человек может быть и не за, и не против нас не настроен. Он говорит правду, причем беспристрастно. Поэтому рассматривайте любую информацию, перекладывайте на свои реалии. Вам как-то это помогает. И если была какая-то конфронтация, то и вы видите уже, допустим, отношения завершились, ну тогда, скорее всего, нечего терять время. А если вы видите, что тут могут быть такие метаморфозы, откликаться, я уже говорила, могут те люди, на которых мы не рассчитывали, то кто знает, может быть, именно этот человек и будет для вас надежным, ну, помощником. Или тот, кому вы можете доверять и впредь. Здесь могут люди приходить в нашу жизнь, и они нам зачем-то нужны, а мы нужны им. Взаимодействие какое-то. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые водолеи. Я благодарю, что вы смотрите мои видео, за то, что откликаетесь. Вы мое вдохновение, потому что я, когда вот делаю этот расклад, вот посмотрите, вот тут достаточно сложно. Пробую разобраться, что это тут, у кого. И мне, конечно, когда вы пишете свое что-то, я понимаю, что, ну да, тут каким-то образом и есть те мотивы, которые пересекаются. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.